Всем привет, друзья! Мы продолжаем наше путешествие, на этот раз по острову Корсика. Хочу внутри острова проехаться, немножко его осмотреть. По умолчанию у нас навигатор настроен на французский язык. Так, руль у нас подключился. Посмотрим карту грузов, что мы можем сейчас перевозить. Наверное, какие-то прямые перевозки или внешние заказы. По-моему, внешние заказы как бы внутри Корсики вполне доступны. С Басти в Басти неинтересно, Марсель нет. Ильяре, Сесари. Хотелось воячить что-нибудь перевести. Давайте посмотрим прямые перевозки, что есть воячу. Грац. Отлично. Басти. Сесари, Ольге. Да, воячу пока ничего нет, поэтому, наверное, в Сасаре поедем. Да, наверное. Басти в Сасаре. Через Аячи. А вот до Аячи. Вот есть. Яре Аячи, да? А мы в Басти. Не совсем то, что есть. То, что мы хотели. Давайте вот в порт Яко, а оттуда попробуем в Аячи минеральный порошок. В Марселе тоже длинный путь. Да. Давайте. Еще посмотрим по цене, что у нас интересное есть. Большой, длинный. Неаполь обратно. Палермо. Ну да, это тоже прикольно. Неаполь. Давайте все-таки попробуем зернишко довести, да? Что я делаю? Не туда пошел. Ну, кстати, тоже неплохо. За 600 тысяч. Вот, но мы, наверное, воспользуемся расстоянием минимальным. Посмотрим, что у нас из гостей есть. Да, мы, наверное, самый короткий выбрать как место назначения. Все, поехали. Наш грузовик DAF уже готов практически, да. Так, меняем вид на первый. Так, что мы еще хотели? Allons-y. Да, нам надо коробочку поменять еще. Включим на стояночный тормоз, да. И давайте коробочку менять с автоматической на ручную. Да, ручную, это настройка устройств. Экспериментальная, да.
месте, где необходимо взять груз. Да. Смотрим. Да, здесь как-то настройки не меняются. Да, странно. Ну-ка, может, все-таки прямые переноски? Посмотрим. Вот. Бастия Сасы, Бастия Форте. Вот. С GPS-ом, и мы можем поменять прицеп. Рефрижератор. Вот. Стороны. Да, медицинское оборудование опять. Обычный шторный прицеп. Поэтому это хорошо, что он даже в том же месте, где мы находимся. Да, наверное, все-таки я еще немножко не могу так помещаться, как мне хотелось бы. С таким видом пока что не очень. Il est temps d'aller travailler. Спасибо. Есть. Погнали. Берем шторный прицеп, берем медицинское оборудование. Tournez à gauche. Tournez à gauche. À gauche, так à gauche. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortie и à gauche. Sortie это право, а à gauche это Sortez лево. maintenant. Sortez maintenant. Maintenant, право. Точно, maintenant. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Sortez maintenant.
prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Все красоты города мы видим ночью. Точнее, красоты острова. Какая там интересная штука светящаяся. Это заправка, что ли? Заправка. Точно. Тут же стоянка для сна. Нравится мне так вот эта работа ретандера. Она немножко вот оставляет такое этот жужжание, обороты резко не сбавляются. То есть мы еще какое-то время едем на тяге, получается. Allez tout droit. Да, какой-то маленький городочек проехали. Либо совсем с края. Поэтому едем дальше. Тут интересно, города прям так светятся. При этом вся проселочная местность остается совсем не освещенный. Но видно, что вдалеке город. Сразу вспоминается свое путешествие по островам. Что на Корфу, что на Кипре. Подобная ситуация. Да, надо 10-ю включить уже. Сильно разогнались. Да. Передачу переключить забыли. Да, почему-то здесь ограничение небольшое. Вот. Давайте обратно на 10-ю перейдем. В принципе, нормально едем. Без машин. Тут, похоже, в ночное время весь остров спит. Потому что днем здесь был достаточно большой трафик, а ночью острова просто нет. Опять же, в этой 37-й версии... О, я ментам попал. Штрафы здесь, конечно, дикие. Просто дикие штрафы. Они меня тут засекли прям конкретно. Я навстречу им попался. Вот это очень интересный момент. То есть, в принципе, да, штраф это треть стоимости груза. Ну так, к слову. Вот. Хоть у нас и небольшое расстояние, но все-таки как-то еще два таких штрафа, и как бы груз, можно сказать, окупился. Точнее, не окупился, а мы еще бензин потратили и время. Ну вот опыт только если прибавился. Это вот единственное, что нам прибавляется в данной ситуации. Ну, тоже такое себе удовольствие. Лучше сбавлять в таких вот местах, где у нас тут есть такие ограничения.
Опять 80. Вон впереди какие-то машины даже появились. У нас сохранение идет. Испугался я сильно этого товарища, что практически остановился. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Да что-то было. То есть тормоза тут мгновенно срабатывают. Sortez maintenant. То есть тут остров тоже в всяких круговых движениях. Надо быть аккуратнее. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Вот у нас уже показался финишный флажок. Слава богу, но другой дорогой, Sortez а не maintenant. за этим товарищем. А то он мне как-то что-то поднадоел. Да, надо чуть-чуть сбавить скорость и передачу. Где-то на 8, ну может на 9. Но не сильно газовать. Ретандер включить. Он совсем, он включается или подключается, получается. У него нет, да, промежуточных Au rond-point, prenez la première sortie. значений. Sortez maintenant. Да, мы в Марину уехали, в принципе. Это и был наш заказ, доехать обратно до Марины. Так, что-то у нас подвисло. Это очень интересно. Такого у меня давно не случалось. Очень-очень интересно, да. Запрещена работа. Очень интересно. Закрыть программу, да, хорошо. Прекращена. Да, что-то подвисло у нас. И даже не дает мне. Да, вот приходится закрывать программу. Очень интересно. А у нас трансляция, да, идет? Вот раз. Так, ну, подвисшая программа, это, конечно, не очень хороший момент. Давайте запустим повторно, да. Думаю, еще FSP монитор включить. На всякий так случай. Чтобы знать причину такого зависания. Да. Погнали, да? Так, что у нас? Картинка уже остановилась, картинка уже не идет, да? Случился подвесом. Так, ладно. Это не есть хорошо. Так, вот, да, опять игра пошла. Да. Может быть, стоит пока выйти, да? Давайте еще раз выйдем, еще раз запустим игру. Потому что непонятна причина такого резкого падения. Теперь она, наверное, будет понятна. Да, все, пошел. Пошел FSP монитор работать.
По крайней мере, мы теперь видим температуру, градусы все. Что, у нас карточка до 70 градусов, да, нагрелась. Вот 68, 70, но это, в принципе, рабочий режим, поэтому я не знаю, почему она вырубилась, сама игра. Ну, давайте продолжим, да. С последнего сохранения мы как раз в город въезжали. Вот. И что? И получается опять ничего. Очень интересно. Может, это из-за последней версии? Нет? Очень странно. Очень-очень-очень странно. У меня показатели вроде все в норме. Даже оперативной памяти немного используется. Очень странное поведение игры. Это, кстати, вот тоже как подвисает игра. Очень интересно. Все, то есть у нас здесь мышка работает, все остальное не работает. Очень интересно. Так. Даже диспетчер задач не хочет включаться. То есть игра зависла капитально. То есть, вот. Ну, я, наверное, сейчас буду перезаходить. Видите? Выход из системы. Если меня еще слышно, видно, вроде все работает. Да, попробуем вот так. В настоящее время активен. Потоки записи. Видите, нет. Да, нет, не хотим мы выйти. Посмотрим, что из-за чего у нас тут. Процессор, память. То есть, как бы, все в порядке. Так. Еще раз. Смотрим состояние нашей системы. Вот, еще понизилась температурка в системном блоке. Так, при этом трансляция продолжает идти. А игра у нас... давайте еще раз запустим игру, посмотрим, что у нас. Может, это знак. Мы практически, самое главное, мы практически доехали до заказа. Да. И в этот момент у нас все выключилось, да? Ну-ка еще раз игру запускаем. Игра у нас опять запускается. Да. градусов. То есть видеокарточка тоже как бы отдыхает. Антигейм. Слетел русский язык, ну ладно. Это не так страшно. Окей. Прекращена работа. Отлично. Закрыть программу. То есть мы теперь не можем запустить эту нашу любимую игру. Наверное, баги последней версии, да. Потому что по-другому сказать я даже ничего не могу. Может быть, что-то другое, может, произошло. В сети я нормально. То есть, как бы, пытаемся еще раз ее запустить. Есть вариант попробовать в окошке ее. Так, хорошо. С разрешением все в порядке, есть. Смотрим, что у нас тут слетело. У нас тут вообще все слетает. То есть игра просто не хочет запускаться, и все. Очень интересно. Вот на этом моменте, наверное, пожалуй, прервем трансляцию, потому что как-то странно, практически доехали до игры. Видите,
Еще раз. Из системы. Отмена. В настоящее время активен. Вы хотите? Нет. Из OBS мы не хотим выходить. Ага. Так, фоновые задачи. Может быть, что-то у нас в фоновых задачах. Runtime. Бокер. Steam куча. Завершено. Да, наверное, стоит перезагрузиться и начать трансляцию заново, потому что сейчас непонятно, что идет, что не идет. Ютубчик у меня уже отсоединен, а вот, да, вот прямая трансляция. Сейчас посмотрю, что-нибудь есть. Текущее разрешение, использовать некоторые рекомендации, ввести изменения. Угу. Посмотрим. Предупреждение. Ввести изменения. Все, хорошая. Трансляция-то, в принципе, идет, она никуда не делась. Вот, поэтому сейчас еще раз попробуем вывести что-нибудь на экран. Попробуем еще раз игру запустить. Можно в мультиплеере попробовать, конечно. Может быть, в этот момент идут какие-то обновления игры. Может быть. Так. Очень интересная ситуация. Что у нас вот работала игра, и теперь у нас игра перестала работать. Ну, давайте сейчас временно прервем трансляцию, может быть. Сейчас стоит ее... Наверное, не стоит ее завершать, а просто перезайти. Так. Еще раз игра. Если кто-то видит игру, это хорошо. Получите доступ к сообществу Steam во время игры. Shift-Tab. Ну-ка, давайте попробуем. Shift-Tab зайти. Что-то тут творится с игрой. Неладное. Так, сообщество. То есть сама игра перестает вообще запускаться. Очень интересно. Так, я, наверное, попробую перезапустить компьютер. Не знаю, что у меня при этом выключится. Может быть, выключится только моя трансляция временно, потом она возобновится. Вот, потому что так